Всем привет! С вами Денис и Kiwi Education. Многие, кто живут или просто интересуются Новой Зеландией, говорят о недостаточно богатой культурной жизни и непонятной архитектуре, мол, стили не выдержаны и не вызывают каких-то эмоций, а больше скорее напоминают фразу «я тебя слепила из того, что было». Достаточно вспомнить Окленд, его за это не критиковал только ленивый. Действительно, для любителей европейской культуры и архитектуры здесь может быть несколько неуютно. Но не все так однозначно в Новой Зеландии. Есть здесь один городок, который вас может удивить. Сегодня мы с вами находимся в городе, несущем шотландские корни и пережившем бурные времена золотой лихорадки. Втором по величине городе южного острова Новой Зеландии. Добро пожаловать в Данидин! Данидин – это город, основанный в 1848 году колонией шотландцев-пресвитериан, которым предшествовали многочисленные, но безрезультатные попытки британских колонизаторов основать поселение на южном острове Новой Зеландии. И только в 1831 году трем братьям-китобоям из Сиднея удалось установить небольшую китобойную станцию, которая за 10 лет выросла до целого порта, прилегающим к нему фермами. Еще спустя около 10 лет сюда прибыли шотландские выходцы, построившие большую часть архитектурного наследия Данидина. Раннему развитию города способствовала местная золотая лихорадка второй половины 19 века, в результате которой Данидин стал самым крупным по численности населения городом Новой Зеландии и оставался таким в течение последующих 35 лет. Примерно тогда же было организовано крупнейшее местное учебное заведение University of Otago, которое является на сегодня вторым по величине университетом в стране. С исторической и культурной точки зрения Данидин считается одним из 4 основных центров страны, хотя является только 7-м по численности жителей. Население города составляет около 130 тысяч человек, среди которых 79% жителей европейского происхождения, 7% коренное население маори и примерно 5% жителей выходцев из Азии. При этом чуть менее половины населения здесь живет на постоянной основе, и это неудивительно, ведь студенты University of Otago и других учебных заведений составляют большое и заметное сообщество города. Основа экономики города – это переработка продукции сельского хозяйства и рыболовства, биотехнологии, информационные технологии, образование и туризм. Город сохраняет уровень безработицы на уровне всего 4,6%, что является низким показателем. С точки зрения доходов и расходов Данидин является достаточно доступным по новозеландским меркам. Среднестатистическая стоимость дома в пределах города составляет 480 тысяч новозеландских долларов, что вдвое дешевле, чем в Окленде, и при средней зарплате в 64 тысячи в год. Транспортная система региона состоит из сети дорог, включающих в себя национальное шоссе номер 1, проходящее через город, автобусных маршрутов и аэропорта, выполняющего внутренние и международные рейсы на регулярной основе. Некогда загруженное железнодорожное сообщение сейчас используется только для туристических поездок, так как автомобильное сообщение быстрее и дешевле. Кстати, здесь до 1982 года функционировала самая южная в мире троллейбусная сеть. Климат данного региона формируется близостью к океану. В одних районах он морской, в других умеренно-континентальный. Средняя температура летом плюс 15 градусов, зимой плюс 6-8 градусов тепла, с редким выпадением снега. Вообще в Отаго реже выпадают осадки, чем в других регионах страны, но часто стоит туманная и облачная погода. Как и во всей Новой Зеландии, в Данидине и его окрестностях развит туризм. Если говорить о самом городе, то большая часть туристических мест так или иначе связана с архитектурой. Наиболее популярные места – это собор Святого Иосифа, выполненный в неоготическом стиле в 1886 году. Единственный во всей стране замок Ларнак, пресвитерианская церковь Нокса, содержащая в себе 2 органа, городская ратуша, выполненная в 2 этапа в 2 архитектурных стилях, находящаяся в центре города и несущая свое первоначальное назначение и по сей день. В городе есть музей, посвященный первооткрывателям, огромный и насыщенный ботанический сад и многое другое. Вокруг Данидина расположено множество достопримечательностей, среди них живописные пляжи Tunnel Beach, St. Clair Beach, Smales Beach, смотровая Signal Hill, с которой открывается потрясающий вид на город, а также Майораки Болдерс, любопытное побережье, усыпанное ровными круглыми камнями. Кроме того, здесь ходит поезд по туристическому маршруту, пролегающему по захватывающим дух местам. Кроме всего прочего, в окрестностях Данидина есть уникальные места для любителей экотуризма, ведь здесь обитают десятки редких видов животного мира, такие как королевский альбатрос, некоторые виды пингвинов и тюленей.
В Данидине находится одна очень интересная достопримечательность, некогда занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая крутая улица в мире. При длине в 359 метров она имеет подъем в 80 метров. Сюда ежедневно приезжают толпы туристов, чтобы посмотреть или подняться по ней. Болдуин-стрит включена в большинство туристических маршрутов по городу и носит статус Must Visit. Надо сказать, что это действительно очень крутая улица. Как и в любом другом городе Новой Зеландии, в Данидине представлено огромное количество развлечений на любой вкус. Здесь есть возможность заниматься регби или крикетом на одном из хорошо оборудованных стадионов. Также в одном из парков проводят скачки на лошадях. Есть здесь хорошие возможности и для любителей серфинга. 4 плавательных бассейна, и это не считая того, что при каждом учебном заведении есть свои спортивные комплексы. Любителям культурного досуга тут явно есть чем заняться. В городе есть музеи, художественные галереи, театр, бесчисленное множество кафе, баров и ресторанов. Многие заведения располагаются в исторических зданиях, что придает им особую атмосферу. В 2014 году ЮНЕСКО в рамках программы «Сеть креативных городов» присвоила Данидину статус «Город литературы». Благодаря активному сообществу авторов, писателей, большой сети библиотек, связанного бизнеса и научной поддержки литературы. Кроме того, весь календарный год расписан фестивалями и другими массовыми мероприятиями. В общем, скучать не придется. Студенческая жизнь города заслуживает отдельного внимания, ведь в небольшом Данидине располагаются 2 крупнейших и старейших учебных заведения с богатыми традициями и мощным научным потенциалом. Otago University является главным образовательным центром Данидина. Основанный еще в 1869 году во времена бурного развития города, этот университет входит в список лучших учебных заведений мира, являясь вторым в стране по количеству академических исследований после Оклендского университета. Ежегодно здесь работает и учится более 1200 преподавателей, 21 тысяча студентов из всех уголков мира, за которыми закрепилось прозвище «шарфы» за их традиции носить их холодными зимами. 14 направлений обучения покрывают практически все области знаний, в том числе медицина, экономика, юриспруденция, бизнес, IT и многие другие востребованные сферы. Университет представляет собой огромный студенческий городок, в котором есть все, что необходимо для полноценной жизни студентов Otago University. Кроме того, в городе располагается основной кампус отличного государственного института Otago Polytechnic, в котором представлены более 50 программ обучения самого разного направления, в том числе наиболее востребованные на рынке труда Новой Зеландии. В составе заведения находятся практические лаборатории со всем необходимым оборудованием, спортклубы и многое другое для комфортного и продуктивного обучения будущих профессионалов. К слову, Otago Polytechnic также располагает рядом других кампусов, включая международный кампус в Окленде, но самая настоящая и аутентичная атмосфера вас ждет именно здесь, в городе Данидин. В качестве заключения хочется сказать, что Данидин действительно красивый городок со своей особой атмосферой, студенческой жизни и жизнерадостными людьми вокруг. Пожалуй, это одно из лучших мест в Новой Зеландии, чтобы получить по-настоящему качественное образование мирового уровня в комфортных условиях. В любом случае, мы очень рекомендуем этот город, как минимум, чтобы в нем побывать. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!